Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, рассматривая старые модели, снятые с производства, и также продолжаем рассматривать спортивные американские автомобили. Герой сегодняшнего видеоролика Plymouth Barracuda 440. Масштаб модели 1 к 43, она выпускалась под брендом Matchbox из серии Models of Yesteryear. Эта модель очень давно снята с производства, редко встречается в продаже, в основном на аукционах. Цена может варьироваться от 30 до 90 долларов в зависимости от состояния модельки, наличия у нее оригинальной упаковки. И свою модель я покупал в коллекцию с рук, поэтому у нее отсутствует оригинальная упаковка. Коробочку, к сожалению, показать из-за этой причины я не смогу. И у этого автомобильчика есть ряд повреждений, которые, правда, не сильно бросаются в глаза. Это сколы в некоторых местах, также облезший хром, и есть повреждения на заднем правом крыле. Правда, нужно присматриваться, чтобы его рассмотреть. У меня в коллекции есть порядка 10 различных американских автомобилей из этой серии. И мое знакомство с продукцией Matchbox началось с 90-х годов. Тогда у нас в одном торговом доме в центре города начали появляться миниатюрные машинки размером со спичечные коробки, и у них был разный масштаб, они были подогнаны под определенный размер упаковки. И мне удалось собрать порядка 40 разнообразных миниатюрных машин, правда, это не основное направление в моей коллекции. И если у вас будет интерес к подобным миниатюрным машинкам, то тоже напишите в комментариях, я постараюсь на них сделать отдельный видеоролик. Затем стали появляться более крупные модели из серии Super Kings. Машины примерно в 40-м масштабе, у них порой открывались дверки, капот, крышка багажника, но те модели стоили очень дорого, намного дороже, чем продукция в 43-м масштабе на то время, и поэтому я тоже не стал их покупать в свою коллекцию, а сейчас уже не вижу смысла гоняться за продукцией Matchbox. Также был ряд старинных автомобилей, как в 43-м, так и в более мелком 48-м масштабе, но опять же их не стал брать в свою коллекцию, они были очень редкие, стоили довольно дорого, и опять же в то время были другие приоритеты. И я вам для сравнения приготовил несколько автомобилей, тоже на платформе Pony Car, как Plymouth Barracuda. Одна машина Dodge Challenger от Best of Show, вторая моделька из серии Суперкары «Лучшие автомобили мира» от издательского дома De Agostini. И третий автомобиль Ford Mustang в 24-м масштабе, более старая модель, чем этот аналог от Matchbox, но тем не менее вы можете посмотреть, как модели детализировались в то время и какие были наработки, и как улучшалось качество производства моделей. Мы как раз это можем посмотреть на более современном аналоге из полимера. Давайте возьмем модель в руки, посмотрим на нее поближе. У нее очень симпатичный ярко-желтый цвет. На заднем стекле присутствуют солнцезащитные козырьки. Они были довольно модные в начале 90-х годов и, как вы видите, в начале 70-х. На крышке багажника присутствует металлический спойлер. И из-за того, что это полностью металлическая модель, включая днище, она очень тяжелая. И тактильные ощущения тоже немаловажный фактор. Когда, например, вы берете в руки этот автомобильчик, то сразу ощущаете ее вес. Если вторую руку взять модель из полимера, то она будет попросту как легкая пушинка. Салон здесь из черного пластика, окрасили рулевое колесо, также рукоятки открытия дверей изнутри. Ручки дверей снаружи обозначили просто серебристой краской, как и воздуховоды на передних крыльях. Пластиковые зеркала заднего вида, зеркальце тоже нанесено просто серебристой краской. Очень хорошая детализация нижней части, окрашен масляный поддон, также выхлопная система. Присутствует топливный бак, рессоры здесь тоже сделаны металлическими, это отдельная деталь. Окрашен задний мост, редуктор, указан производитель Matchbox. Также написано Models of Yesteryear, Plymouth Barracuda 440 71 года, дата изготовления модели 2002 год и масштаб 1 к 43.
Прекрасно проработаны колесные диски, они в хроме, черными точечками обозначили отверстия, также вполне хорошие покрышки, у них довольно выразительный протектор. Передняя часть тоже сделана вполне прилично, правда, фары здесь просто обозначили хромом, а на более современных моделях их делают из прозрачного пластика, но тем не менее для того времени это было вполне хорошее решение. Поворотники и габаритные огни на передних и задних крыльях здесь обозначены просто краской, видно повреждения на заднем крыле, еще раз повторюсь, эту модель я покупал именно в таком виде. И задний бампер, и светотехника сделана в хроме и обозначили красным лаком часть заднего фонаря. Так, еще раз покажу вам, как выглядит днище. И давайте сравним этот автомобильчик с другими моделями, которые есть в моей коллекции. Покажу вам автомобиль от бренда Sunnyside в 24 масштабе. У этой модели открываются дверцы и откидываются спинки сидений. Также можно открыть крышку багажника, а капот здесь сделан одним целым с корпусом автомобиля, и из-за этого невозможно рассмотреть, что находится внутри моторного отсека. Подпружиненная подвеска. Колесики вполне симпатичные, но они вряд ли походят на настоящие колесные диски от этого автомобиля. И у меня в коллекции также есть BMW 8 серии в кузове E31. У нее точно такие же колесные диски. И они больше подходят по дизайну именно к автомобилю BMW, чем к автомобилю Ford Mustang. И как раз вы можете посмотреть, как сделана нижняя часть у более крупного и вроде бы проработанного автомобиля. Здесь все из пластика, что-то похожее на выхлопную систему, крепежные отверстия, которые портят облик днища автомобиля. И довольно хороший протектор на покрышках, но опять же покрышки здесь одного размера. Покажу вам вариант из журнальной серии. Тоже вполне хорошая тяжелая модель в ярко-оранжевом цвете. И автомобильчики отлично смотрятся, стоя рядышком на одной полке. Здесь уже чуть лучше светотехника, хотя вид портят черные точки, так называемые рыбьи глаза. Там по печатью нанесли табличку с надписью SRT8. Проще сделано днище. Оно пластиковое, из-за этого модель намного легче, хотя это довольно тяжелый автомобиль из-за того, что у него массивный металлический корпус. И задняя светотехника тоже сделана не намного лучше. Глушители здесь прямоугольной формы, отсутствуют отверстия, можно зачернить их черной краской, чтобы смотрелся глушитель более правдоподобно. И опять же, как и у большинства журнальных изделий, здесь салон сделан из пластика, окрашенного в массе. И водительское стеклышко сделано в опущенном виде, а пассажирское поднято. Зеркала точно такие же по форме, как на более старом автомобиле. И давайте покажу вам модельку от производителя Best of Show. Она поставляется вот в такой коробочке. На этот автомобиль я делал детальный обзор, поэтому тоже особо заострять внимание на нем мы не будем. Но вы можете наглядно посмотреть, чем отличается модель, сделанная из полимера. Здесь очень тоненькие стеклышки, и окантовка сделана краской. Из-за этого остекление выглядит, на мой взгляд, не очень правдоподобно, но корпус автомобиля смотрится великолепно, у него отличная покраска и опять же довольно много мелких деталей, которые украшают вид этого автомобиля. Фары смотрятся более правдоподобно, установили регистрационные номерные знаки, лучше проработка интерьера автомобиля, вполне хорошие колесные диски со сквозными отверстиями. Здесь глушители выведены под задние крылья. И также лучше смотрятся задние фонари. И вы можете посмотреть, как выглядят автомобили
разных временных отрезков. Так что это вполне хорошая модель, которая может занять достойное место в вашей коллекции, если вы собираете американскую технику. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую здесь. На сегодня это все. Пока-пока.